Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И да, когда я делаю обзоры на телефоны, очень много примеров съемки. Вот, допустим, сейчас, как всегда, вход и выход на сам девайс снимается для обзора. Почему это я делаю? Для того, чтобы у вас сразу было ощущение либо вау-эффекта, либо чего-то негативного. Допустим, сейчас разрешение стоит 4К 60 FPS, можно выставить 8К. И да, в этом смысле даже топы из разряда сайта GSM Arena выдают неправильные результаты того, что по железу здесь запихано. Да, здесь 3 восьмерки с плюсом. Я считаю, что из топовых процессоров это самый адекватный проц. Здесь последняя внутренняя память по типу UFS 3.1, и они запихали сюда все по максимуму. И если бы не было очень неприятного шильдика Lenovo, который купил Motorola и стал после этого производить все и вся под этим брендом, я бы вам сразу сказал: бегите, покупайте, обзор не смотрите, будете 1000 раз мне говорить спасибо. Я Motorola не советую, девайсы они выпускают в последнее время топовые, как долго они будут жить, покажет исключительно время, потому что последние 2 года, вот сейчас только они начали что-то там крутое производить. После Xiaomi 12 и 12 Pro, у которых запотевает линзы, обзоры на которые вы можете посмотреть на канале, но это кажется чем-то вау, ничего себе они смогли. А по большому счету это нормально, это просто девайс без брака. Притом, когда я рассказываю вам о Xiaomi сейчас, заметьте, какие бы вы обзоры ни посмотрели, если это не китайские рекламные, все говорят о том, что линза основной камеры потеет. Еще раз перечислю заманухи. Это Snap 3 восьмерки плюс, это очень хороший процессор относительно топов. Следующий момент, это 144 Гц экран. Они заявляют USB 3.1, притом это не UFS, внутренняя память 3.1, это все круто, у всех флагманов так. А здесь вроде бы и USB 3.1, и это очень шикарно. И помимо всех этих плюшек, очень выгодный ценник. Смотрим. Сегодня будет очередной супер интересный смартфон на канале. Напоминаю, что на канале уже был Mi 12, Mi 12 Pro, из новых Motorola X30 и еще много чего веселого еще и будет. Что у нас сразу? Здесь сразу же они включают рекламу, что здесь у нас Qualcomm-овский процессор, что, к сожалению, они считают зря рекламой, что Motorola принадлежит Lenovo, скорее это антиреклама. Нравится мне их коробочка, нравится, что у них в спеке написано, что есть поддержка 5G, в принципе, и аппарат 6128. Покупал я как-то нереально дешево. Коробка вскрыта, скорее всего, чтобы установить сразу Play Market. Никаких претензий нет. Блок зарядки скромный, скорее всего, фирменный на 33 ватта. Не ожидаю здесь чехла, но, возможно, он сразу же в комплекте. Вау! Что еще мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть, где здесь ключ для извлечения сим-карт зажали или куда-то спрятали. О! У меня почему такой поиск был? Потому что я люблю мотороловские ключи. Они мне нравятся. То есть, ну вот люди реально думают даже о какой-то мелочи. Чувствуете, я начинаю их хвалить. Еще раз, я не люблю Lenovo, поэтому Motorola рекомендовать не могу. На Motorola X30 обзоры есть, и есть примеры использования камеры в Доминикане на лайв-канале. Можете тоже посмотреть. На это дело тоже, может, что-нибудь буду снимать. Смотрите, как они классно сделали блок камер. Молодцы. Не как все, мне нравится. Я не знаю насчет функционала и насколько вам это все зайдет, но то, что внешне они даже с этой крышкой смогли сделать что-то не похожее на всех, плюс карми. Прорезинен, 2 симки запихать можно. Вес данного девайса. Мы посмотрим. Я не знаю, как-то начинаю к Lenovo более-менее лояльно относиться. Я думал, что на Авито никому он интересен не будет. Прошлый Motorola X30 у меня ушел ровно за час. 203 грамма, это не реклама. Я не совсем понимаю людей, которые покупают данные девайсы. Если мы покупаем у того же Lenovo Legion, почему мы не должны покупать вот это дело? 75 мм в ширину, то есть на вкус и цвет. Фломастер это могут быть разные. 168 мм в высоту. Если мы брали X30, мне он нравился в первую очередь тем, что они первые выпустили телефон на новом процессоре. Здесь 108 мегапикселей у основной камеры, и остальное будем проверять. Смотрим. 7 роликов в неделю выгружаю, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Конкурсов море, девайсов больше 10 в розыгрыше в этом месяце, так что читаем, участвуем обязательно. 30 января увидимся на лайв-канале. Полетели. На руках у меня версия с английским интерфейсом, и Play Market встает туда без проблем. На выбор 2 цветовых решения: голубой и темно-синий. Тыльная часть из матового пластика, рамки алюминиево-полимерное стекло с фронта, разумеется. Дизайн действительно необычный, что в X30, что в S30. Я бы сказал, запоминающийся. В руке без чехла держать удобно. Тыльная часть, к сожалению, очень маркая и вдобавок скользкая. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером
отпечатка пальца, качелька регулировки громкости, кнопка, на которую можно повесить любой функционал, разъем USB Type-C версии 3.1. Да-да, вам не послышалось. Именно 3.1. Кстати, по поводу 3.1 хочу отметить, что в Xiaomi 12 и 12 Pro, к сожалению, версия 2.1 USB-C. Такое ощущение, что все только по воздуху файлы скидывают. Далее, два микрофона. Динамики основной разговорные, звучание здесь моно. Это эпичный фейл. Вот такой вот нежданчик. Но Dolby Atmos на борту. И последний — это прорезиненный слот на две симки. Карту памяти запихнуть туда нельзя. Смотрим на Huawei P50 Pro, где это можно было. И обзор, разумеется, тоже есть на канале с примерами съемки. Официально защита от влаги не заявлена. Кнопки с небольшим люфтом. И что-то мне подсказывает, что в скором времени люфт станет значительней. Но увидим. Мини-джек отсутствует, как и инфракрасный порт. Смотрим на Xiaomi. Они инфракрасник все еще запихивают даже во флагманы. Летим дальше. Оснащен смартфон дисплеем IPS на 6,8 дюйма. И это редкость. Кто у меня спрашивал про IPS-ки, welcome. Разрешение 1080 на 2460 точек, Full HD+. И на FOPDA указано, что экран покрыт Corning Gorilla Glass 5 версии. Я им верю, на это и похоже. Конечно, это не Victus, но у 5 версии есть свои плюсы. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 398 ppi фактически идеальная. Я считаю, что выше 400 смысла нет, ну а 398 это почти 400. HDR10 на борту, при ярком освещении яркости не хватает. Разумеется, это ведь IPS, но и шума, повторяю, здесь нет, и глаза не устают от экрана. Частота обновления экрана просто космическая, 144 Гц, как и в X30. И на выбор есть 60 Гц и шестиступенчатая автогерцовка. Тач на 576 Гц, почти как у Realme, у них есть и 6 сотен смартфона. И как он работает, мне очень даже нравится. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает то в теплый оттенок, то в холодный. Далее мультитач, конечно же, на борту, и все 10 пальцев он имеет. Еще раз напоминаю, что я это дело проверяю, потому что не все Samsung даже в 2021 году имели возможность показать с тача 10 пальцев. Да-да-да. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает адекватно, но долго. Распознавание лица срабатывает быстрее, промахи бывают, но редко в обоих случаях. Подбородок внизу экрана есть средних размеров. Летим дальше к самому интересному. Процессор здесь 8-ядерный, Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки плюс, с техпроцессом 5 нанометров. Максимальная тактовая частота которого 2,9 ГГц. Графический процессор Adreno 660, интерфейс MIUI 2.0 и Android 11 версии. Оперативная память LPDDR5 версии и доступна на выбор 6, 8 и 12 ГБ. Внутренняя память шустрая UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии. Для тех, кто не в курсе, приставка E — это улучшенная версия Wi-Fi 6. Поддержка 5G сетей, что нас на данный момент не особо интересует. Бенды 7 и 20 в наличии. Звучание при звонках хорошее, связь ловит отлично. Запись звонков есть, датчик приближения работает без нареканий, вибра не топорная, но не настраиваемая. Bluetooth с последней версии 5.2, что круто, и очередной фейл заключается в том, что NFC данный смартфон не поддерживает, не оплатите вы им ничего. Из навигации на борту GPS от GPS LT, EPP, CSU, PL, GLONASS, Galileo, Beidou. GPS-тест на холодную в городских условиях около 10 минут отказывается проходить, после чего, протянув руку над головой, он показал в среднем 10 метров. И это тоже лютый фейл. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал скромные 4 часа 50 минут. И осталось еще 20%. Тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает Quick Charge от версии 4.0 и Power Delivery 3.0. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания за 1 час 49 минут. Беспроводной зарядки нет. За час игры в Genshin Impact улетает 25% при максимальной яркости на 144 Гц с высокими настройками графики. Что ж, перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит на 182 гипсах минимально, максимально 307 гипсов и в среднем 215 гипсов на 100 головках при 60 минутах. Xiaomi 12 и 12 Pro просто по полной программе здесь ему проигрывает в разы. В Geekbench 5 в сингл-коре 1051, в мультикоре 3263, 3D Mark показал Wildlife 5848, Wildlife Extreme 1508, Wildlife Stress Test 5883, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Вантуту показал результат в 794 тысячи попугаев, Storage тест показал 61 тысячу. На холодную 45 минут стресс-тест прошел, результат вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной на 108 мегапикселей, оснащена она сенсором Samsung S5 KH-M2. Сверхширокоформатный модуль на 13 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макро на 2 мегапикселя, которое по
по мне здесь вообще не нужно. Оптической стабилизации у основной камеры нет, только цифровая, но отрабатывает она, кстати, неплохо. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и 4К 30 или 60 FPS. И минимальная это Full HD 1080p 60 или 30 FPS. Съемка в 4К 60 FPS ведется без ограничений по времени. Фронтальная камера расположена посередине в верхней части экрана. Не самых маленьких размеров, и она имеет 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для ее съемки всего лишь 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы, как всегда, сейчас увидите. Вот она, фронталка новенькой Motorola S30. Был до этого X30. И фронталка здесь, конечно, отрабатывает слегка хуже, чем на том же Xiaomi 12, точнее конкретно хуже. Я недавно тестировал Xiaomi 12 и 12 Pro. Цена там космос, но у этого смарта есть огромный плюс. Это процессор, раз, адекватный, и два, помимо этого, здесь не запотевает основная камера, а у 12-х Xiaomi и 12 Pro массовый брак, притом не только, как я понимаю, у меня. Я вообще не видел, у кого бы работала камера нормально, на улице она потеет. И такие флагманы без защиты от влаги. Ладно, если что, можете посмотреть обзор на них на канале, на основном, по ссылке в правом верхнем углу. А здесь, если встать, снимает ночью снег. Свет отражается, в принципе, неплохо. Неплохо. Стабилизация вот с одной руки. Рука периодически трясется от шагов. Поверхность неровная. Ну, отрабатывает. Motorola. И это 4К 60 FPS, притом 8К. Этот аппарат также способен снимать. Жаль, что не может 4К 120 FPS, правда? Снимаю с двух рук. Смотрим, как отрабатывает автофокус с таким неплохим разрешением. И учитывая, что я делаю это довольно резко, и поверхность не самое лучшее, чтобы ее захватывать, телефончик отрабатывает отлично. Мы подождем хотя бы минутки-полторы, чтобы понять, что Motorola, в отличие от Xiaomi, не потеет. Еще проверим наш любимый болт, точнее гайку. И нет, такая же печаль с автофокусом. Ну-ка, раз. Нет, не хочет. Не хочет он быстро ловиться, нужно близко подводить. Если близко подводить, то автофокус отрабатывает. Если нет, то видите сами, не хочет он объект ловить. Ладно, идем дальше. Минута 0,7, никаких проблем с запотеванием нет. И это хорошо. Что у нас еще по съемке? Идет одна рука, разумеется, на ширик переключиться нельзя. С одной стороны, это даже неплохо, потому что в данном разрешении, по-моему, никто этого не может. И вроде бы... Нет, он не начал ловить зайчиков. Просто неоновые вывески, как вы видите, аппарат не особо любит. Смотрим X. X10 максимум. Нет, нормально. Нормально. Читабельно. Понятно, что это не идеальный вариант, но видал я и похуже. Что еще интересного здесь есть? Вот эта вот дымка мне не очень нравится. Я думаю, вы ее прекрасно видите. Я встречал это в нескольких камерах у смартфонов. И она периодически исчезает у кого-то, периодически появляется. Притом, обычно это средний ценовой сегмент, обычно это ночь. Неужели это потеет? Камера тоже дала. Будем надеяться, что нет. Я еще проверю, несколько тестов проведу. Попробую оценить. Возможно, она потеет так же, как и Xiaomi. Кратко и официально, линза запотела. Поэтому еще чуть-чуть сейчас поснимаю. И по большому счету про эту камеру можно забыть. Вроде все неплохо. Исключая, что через 1,5 минуты появляется у основной камеры конденсат. На ширик можно снимать максимум Full HD 30 FPS. Я не вижу, чтобы он тоже собирал конденсат. Но съемка, конечно, из рук вон.
30 FPS это лютая просто печаль. Скользю, но не особо это и влияет. Ужасная съемка. Ужасная. Один из моих любимых тестов фронталки — подземный переход на станции метро Мурино, 4 часа утра. Я только что демонтировал, к слову, ролик с примерами видеосъемки как раз на этот девайс из Доминиканы. Совсем не на этот, а на X30. Вот. Ну, тоже Motorola. На эту, может быть, что-нибудь еще поснимаю. Но не самое это главное. Главное, наверное, то, что уже есть обзор на Доминикану с iPhone 13 Pro. И поверьте, он вас разочарует. Посмотрите тоже на лайв-канале. И будет еще на Huawei P50 Pro. Еще 2 экскурсии. Плюс еще будет, разумеется, обзор на Pixel 6 Pro. Также на Доминикану. И потом будет сравнение этих 4 камер. У 4 девайсов. Опять же, из разряда Light. Я не собираюсь искать пиксели, пытаться рассказать, что где-то есть пересвет, где-то нет. Если вы решите зарубиться, штатив вам в помощь, и по большому счету у аппаратов дороже 60 тысяч разница будет минимальна. Вы по-любому вспомните какие-нибудь Vivo X70 Plus, кто-то IQ8 Pro вспомнит, у кого-то есть уже Z, который на руках IQ8 9 Pro. И забой тех камер происходит уже исключительно в каких-то минимальных различиях. Притом где-то кто-то снимает лучше ночью, где-то кто-то снимает лучше днем. Но, допустим, эта камера довольно дешевенькая, с одной стороны. С другой стороны, она лучше, чем большинство Realme. Фронталки у Realme, как вы знаете, даже у топовых смартфонов не блещут. Опять же, GT2 и GT2 Pro у меня в пути, скоро будут на руках, о них я расскажу. Кстати, самый интересный девайс, в принципе, из Xiaomi-ских, из того, что они нового выпустили, это X12. И он тоже скоро будет на канале. Я очень надеюсь, что там камера потеть не станет. Так подумать, не-не-не, у всех камера потеет, а я потеть не буду. Примерно так снимает вас фронталка на моторолке. Очередная попытка снимать в вечернее время на великолепную Моторолу. Будем надеяться, что дымка появится слегка позже. Но пока ее нет. Уже прошло 13 секунд. Съемка в движении. Неоновые вывески снимаются, кстати, довольно неплохо. В целом снег, облака. Все с легким пересветом, но это не удивительно. Даже профессиональные камеры это дело снять идеально, к сожалению, не могут. По поводу стаба. Стаб отрабатывает неплохо, прямо совсем неплохо, и можно перейти на ширик. Но ширик нам не нужен. Нам нужно увидеть, как запотеет основная камера. Тем более съемка ведется сейчас в формате HD. И всего 30 FPS. 4К вы уже наблюдали, и, возможно, в HD запотевания не будет. Но мало верится. Специально ловлю зайчиков, пока камера справляется на ура. Опять же, в разрешении HD. Посмотрю, что будет в течение 2 минут. Если в течение 2 минут никаких проблем не будет, вот сейчас я, допустим, включил LED-подсветку, она никак не влияет, только если, допустим, вы будете какие-то предметы вблизи снимать, либо в абсолютной темноте. И в целом уже минуту 40 без каких-то проблем снимает основной модуль. Удивительно, но факт. Всего-то стоило переключиться, да, на Full HD, и никакого перегрева нет, от этого нет конденсата. То есть мораль на современные смарты Xiaomi 12 Pro и Motorola S30 нужно снимать на улице только в ультра низком разрешении. Реально 2 минуты 12 секунд, никакой дымки. Сейчас попробую в 4К. Ну а теперь барабанная дробь, 4К 60 FPS.
Продолжение банкета. Это, можно сказать, утрированно как эксперимент онлайн. Очень удобный телефон, к слову. Единственная дырочка для фронталки довольно приличная. Не скажу, что я фанат Motorola, потому что это теперь Lenovo в тысячный раз это повторяю и не устаю повторять. Потому что многие могут побежать, обрадовавшись, что ничего ж себе, такое железо за такой ценник. Да это просто мечта. Еще и нестандартная какая-то оболочка, нестандартный дизайн. И в целом все цвет, блеск, красота. Но не все так просто. Притом X30, кстати, в Доминикане снимал даже очень неплохо. Сейчас пока дымки я не вижу. Может быть, с какого-то процента влажности начинается дымка, но с другой стороны, только что я снимал на Xiaomi 12 Pro, и он буквально через 40 секунд покрылся утрированно пеплом. То есть он реально начал запотевать основной модуль очень быстро. Ему влажности хватило. На Motorola, по сути, влажности нужно побольше, подольше поработать. Но не факт. Минута 20 и пока все хорошо. Я помню, что подобное дело было у великого и ужасного Realme, но на второй-третий день оно исчезло. Вот, скорее всего, у Motorola такая же история, что радует. Я сейчас поснимаю еще, скорее всего, расскажу вам чуть позже в ролике, что произошло. Единственное, я вижу обрывы кадров, но это не критично. И сейчас еще проверю на Rolling Shutter. Нет запотевания. Хорошо, я рад. А вы? И вот эти 4К 60 FPS, притом днем. Немного смеркалось, но совсем немного. Motorola S30. Напоминаю, что это одна из последних их моделей. Понятно, что не на гене, но все равно. Сейчас мы посмотрим, запотеет ли основная линза. Понятно, это не 8К, но 4К 60 FPS вполне достаточно для того, чтобы стаб перенапрягался. Ночью было дело, один раз запотело, но даже, возможно, не запотело, была дымка. Насчет запотевания я вам точно не скажу. Сейчас пока 40 секунд и никаких проблем. Прошлый тест телефон не завалил, больше 3 минут я снимал ночью. Все было хорошо. Все, кто против съемок, можете просто перемотать примеры того, как у вас будет отрабатывать камера, как у меня она отрабатывает в максимально урбанистическом стиле. Микрофоны работают довольно неплохо. Сейчас я говорю не громко. Расстояние до смарта примерно сантиметров 40. И ветер. Я думаю, ветер вы тоже слышите. Вот сейчас начал снимать с 2 рук, до этого снимал с 1 руки. По стабу, сами видите, иду довольно быстро, но не бегу. Стабилизация для такого расширения очень даже. Минута 35, и пока эффекта запотевания нет. Я думаю, что это был единичный случай с дымкой ночью. И сейчас уже все хорошо. Будем считать, что телефон адаптировался к нашей российской действительности. Видели уже робота, да, наверное? Странно, что его еще не разобрали на запчасти. Но, как говорится, не вечер, не вечер. Следующее. Уже 2 минуты. Я думаю, что никаких проблем с камерой все-таки у S-ки нет. Так же, как у X30, к слову. Все-таки это не Xiaomi. Теперь представляете, я про Motorola уже говорю, это не Xiaomi. Не очень хорошо, но вот так. X максимум днем такой же, как и ночью, X10. И ну, что-то читабельно. Не сказать, что идеально, но прочитать можно. Хотя и так вижу, и так могу прочитать. Камера в этом не особо сильно помогает. Если брать фронталку, самое важное, что мы видим, это то, что нет Rolling Shutter. Ну а все остальное не худший вариант. Я бы даже сказал, один из лучших. Хотя есть ощущение, что, допустим, у этой фронталки, в отличие от того же даже низкого разрешения Xiaomi 12 и 12 Pro, который я недавно тестировал, она улучшает. То есть здесь какая-то встроенная улучшалка, по сути, либо для того, чтобы не особо
информации много было, и казалось, что разрешение выше, либо чтобы вы себе больше нравились. В общем, проще говоря, фронталочка слегка имеет функцию интегрированного улучшения, которую не отключить. Возможно, где-то можно, но я в настройках не нашел. А вот то, что я сейчас вижу, это слишком сглаженная картинка. Больше прыщей, больше морщин. В общем, не справляется она особо. Ну и, разумеется, один из моих любимых режимов — это двойная камера, когда ты можешь снимать себя из фронталки и с основной камеры. Здесь она переключается. Раз. Второй вариант переключения отсутствует. Я снимаю, если что, на ширик, то есть, как вы видите, можно менять место, где вы себя будете видеть и где у вас будет запись. В целом, очень для многих вещей штука удобная. Вариантов ее использования этого дуала просто море. Вот, допустим, один вы видите вариант — это ширик, второй вариант — это справа основная камера. Можно поменять. Прямо молодцы. Очень интересно сделали. Разумеется, можно делать фото помимо всего. Так же, как и во всем, можно снимать с фронталки и с основной камеры. Много режимов, удобно, и в этом смысле Motorola пошла по правильному пути, потому что вроде бы это стоковая камера, особо там извращаться не нужно, но по мне ничего плохого в этом извращении точно нет. Минусы: нет NFC, нет мини-джека и ИНК-порта. К сожалению, нет стерео, это эпичный фейл. Нет защиты от влаги, нет возможности беспроводной зарядки. Нет возможности расширить память с помощью microSD. Запотевание основной камеры у меня было только в начале, потом стало все лучше и лучше, и фактически она в конце тестов уже не потела. И очень маркая тыльная часть смартфона, хотя все равно мы все купим чехлы, если будем его использовать. Стоит Motorola Edge S300 около $300. Ссылка в описании к видео. За эти деньги шик, блеск, красота, конечно, по железу, если не смотреть на лютые минусы. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. И резюмирую я сейчас нестандартно, тремя вариантами развития событий. Первое: у вас очень много денег, вам интересна Motorola, и вы просто хотите ее поюзать, я вам ее советую. Второй вариант: вы готовы купить смарт, походить с ним месяц, почувствовать, что это такое, понять для себя, что это и неплохо, и продать его на Авито за те же деньги. Тоже советую. И третий вариант: купить этот смартфон и надеяться, что он у вас как стандартный флагман от Samsung того же, либо флагман от IQOZ, от Oppo, от Realme, от Vivo, от даже Xiaomi, если не считая 12-й линейки, проживет больше 2 лет. Вас не будет бесить прошивка, отсутствие обновлений, вас не будет бесить осознание того, что это Lenovo. В этом третьем случае я однозначно девайс не советую. Вы видели все примеры съемки, вы все видели абсолютно все по поводу этого девайса. Если брать 3 восьмерки плюс, можно вспомнить у Xiaomi Mi Mix 4, который резко упал в цене. И в принципе, если выбирать что-то из смартфонов с процессором 3 восьмерки плюс, наверное, я бы Mi Mix 4 выбрал. Мне кажется, там поддержка будет дольше, лучше, и вам она больше понравится. Хотя он значительно дороже все равно того же S30. В целом, я думаю, все, что нужно об этом аппарате, вы узнали. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Сразу: OnePlus 10 Pro, IQOZ 9 Pro, GT2, GT2 Pro. Еще много новых флагманов я купил. А вот, может быть, что-то я пропустил. Вот что пропустил, пишем, с удовольствием приобрету и расскажу вам. В таком вот, может быть, слегка расширенном формате, но зато вы узнаете все. Девайсу относительное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.